Знаете, самый дешевый электролит казахский — это курт. Чувство голода, чувство насыщения к нам чуть-чуть позже приходит. Вы ему прописали небольшую дозу мелатонина. Мгм. Кому показан мелатонин, а кому индукция? 90% населения, если не 100, страдают по магнию, да? Да. А у нас магний — это царь гормонов, царь минералов. Там 500 биохимических реакций у нас в организме зависимы от магния. Вспоминаю, в Америке сейчас прям тема хайповая — это raw кефир, сырой кефир. Таким людям, конечно, им тоже сложно пережить вот этот первые дни поста. Почему? Потому что стресс, потому что голод — это тоже стресс. Как сделать пост вот максимально с медицинской точки зрения прям таким безопасно полезным? Периодический голод, холод, то же самое, да? Еще и какие-то адекватные физические нагрузки, они тоже способствуют здоровью митохондрий. Доктор Азиза, я хочу все успеть с вами обсудить. Ну, давайте мою любимую тему. Доктор Азиза, мне кажется, армия ваших поклонников, они все время, вы приучили нас к одному формату. У вас все сторис без лица и в основном текстами и не голосом. И сегодня уникальная возможность услышать ваш голос, мягкий тембр и поговорить, и прям нырнуть в глубину. Вы одна из первых в Казахстане врачей, которая зашла в интегративную тему, причем очень классно, глубинно, но вы еще и интересная личность, поэтому сегодня будем все про вас. All things Азиза, как говорят. Но сначала, конечно, все мамочки ждут каких-то таких ответов на свои наболевшие вопросы. По ним пройдемся и параллельно будем про все другое. Сейчас у нас впереди священная Ораза, месяц. Вот давайте про это поговорим, потому что очень много позиций, да, кто-то говорит просыпаться на ифтар, не на ифтар, на утром, да, на саресы, кто-то говорит не просыпаться, да, и кушать, не кушать, кто-то наедается вечером, кто-то говорит это вредно, кто-то говорит не вредно. Вот ваша позиция, как нужно пройти с пользой для здоровья пост? Ну, во-первых, всем добрый день, ассаляму алейкум. Огромная благодарность, Асель, вам, что меня пригласили. Если честно, я не думала, что вы будете именно как собеседником, да, меня просто позвали на подкаст про Рамадан. И я так обрадовалась, что именно с вами, потому что с вами всегда приятно разговаривать, вы интересный собеседник, и у нас всегда столкновение с вами, да, такое редкое, но прям в точку, да. Когда нам обеим нужно, да. Да, когда нам нужно, когда интересно, когда я соскучилась, да, вот. И очень приятно именно, что именно меня выбрали, хотя я не считаю себя прям таким достойным человеком, чтобы эту тему освещать, да. То есть я обычная мусульманка, простой доктор, вот. Поэтому благодарю за честь, что эту тему как бы мне выпало освещать. Что по поводу поста, вот, ну, во-первых, всегда напоминаю о том, что пост в месяц Рамадан это приказ Всевышнего, да, он входит в один из 5 столпов ислама, да, то есть человек, который считает себя верующим, мусульманином, для него является обязательным этот пост в этот месяц, да. Вот, это всего лишь 1 месяц в году, то есть нам не приказано поститься постоянно. Хотя были праведники, которые часто постились, да, не только в этот месяц. Вот. Что еще хочу сказать, что чтобы у людей, когда приближается этот месяц, самое главное, чтобы у них было правильное намерение. То есть если мы действительно хотим получить ту пользу, которая заложена Всевышним, да, в этом посте, в первую очередь у нас должны быть правильные намерения, правильная вот эта духовная составляющая, да, потому что если у нас правильное намерение будет ради довольства Всевышнего, да, этот пост держать, я думаю, что и этот пост будет очень большим облегчением, и он будет только в пользу, да, вот. Конечно, есть люди, которые не могут поститься, это уже отдельная тема. Но в большинстве своем, если человек является уже взрослым, разумным, с относительно хорошим здоровьем, для него это является
обязательным. Вот. И вот, допустим, как сделать пост вот максимально с медицинской точки зрения прям таким безопасно полезным, если можно так сказать. Вот, потому что происходит? Мы весь день ходим, и потом вечером наедаемся, у нас идут скачки всех показателей, и кортизола, и инсулина, и так далее. Организм должен как-то работать, потом надо снова мелатонин свой нарушать, просыпаться. С точки зрения вот врача, как вы смотрите на это? С точки зрения врача, я прежде всего опять-таки возвращаюсь к истокам поста, к сунне, да, то есть я считаю, что как наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас научил, значит, в этом есть много пользы, которую мы даже еще до сих пор как бы до конца не познали, не изучили. Вот, и, например, что делали раньше люди? На самом деле выход из поста, то есть выход из голода, у них был на самом деле очень скромным. То есть наша большая ошибка не сколько сам пост, сам голод в течение дня на самом деле является настолько трудным, да. Люди понимают, что там это трудность, это первые там 3-7 дней где-то, да. Но люди сами себе усложняют на самом деле многое из-за того, что больше ставку делают на выход, на вот этот, на ифтар, на аузашар. То есть наедаются очень сильно. Изобилие всего, да. Изобилие, огромная нагрузка идет на организм. В то время как поощрение, на самом деле, с точки зрения сунны, поощряется именно больше именно сухур, то есть аузбекуту. То есть это именно прием пищи перед голоданием. Он должен быть, наоборот, более насыщенным, более плотным, а ифтар, то есть аузашар, он наоборот должен быть более таким скромным, да, более аскетичным. И тогда на самом деле человеку будет намного легче. Вот, да. И обычно как у нас люди любят делать, наедаться сильно сразу же. Причем я обычно рекомендую как съесть, например, самое лучшее, что выход из голода чем должен быть? С помощью финика, да, это может быть 1 или 3 финика, или 5, нечетное количество, оно как бы более приходит в сунне, да. Вот какая великая логика лежит, да, финик, это же такой электролит, там и калий. Там и минералы есть, и глюкоза, которая сразу же больше идет в мозг. Клетчаткой, да. В мозг идет, да. То есть у нас мозг, например, он может питаться только 2 субстанциями, это глюкоза и кетоновые тела. То есть в первую очередь, получается, мы загоняем в мозг глюкозу, а дальше мозг уже когда мозг получает энергию, соответственно, он начинает, ему легче управлять телом. И потом, получается, когда мы съели, например, 1 финик, выпили воды, потом некоторое время прошло, и после этого, когда уже организм такой ожил, да, можно сказать, у него второе дыхание появилось, и он уже готов получать пищу. И вот в этот момент как раз и можно поесть основательно, да, но опять-таки в сунне приходит, что есть мы как, даже есть мы должны как 1/3 желудка должна занимать пища, 1/3 желудка должна занимать жидкость выпитая, и 1/3 должна быть пустая. То есть именно таким образом есть, то есть 1/3 желудка, что это? Это же не какое-то там огромное количество еды. Вот примерно 1 кулак, да? Примерно 1 кулак, может быть немножко больше, объем пищи тот, который для нас достаточен. Особенно если это будет сбалансированная еда, там, богатая белками, жирами, клетчаткой, там, сложными углеводами, то этого на самом деле более чем достаточно. Просто у нас сейчас век такой изобилия, что большинство из людей, это не секрет, наверное, мы переедаем. У нас сейчас век переедания. Вот. И многие переедают именно во время поста, потому что большие ставки делаются как на праздник. Да, это как ифтар. Праздник, это люди как такие, которые
ну, как сказать, если человек не аскетичен в остальное время, то ему и тяжело быть аскетичным в пост, да, в сам месяц Рамадан. Поэтому вот опять-таки мудрость из сунны, что существуют еще и другие посты дополнительные, да, например, там пост по понедельникам, по четвергам добровольный, там пост в середине лунного месяца, на 13, 14, 15 сутки лунные, да, когда идет полнолуние. Опять-таки, я сейчас вот, как сказать, вот это все связываю с нашей медициной. Мы же знаем, что элементарно вот какие-то вот закономерности доктора же видят, что большинство болезней обостряется именно в полнолуние, да? А именно в это время наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он как бы поощрял людей, ну, сам на своем примере показывал, и людям тоже говорил, что поститься в середине лунного месяца, в середине месяца, да, это является сунной. То есть, и опять-таки, это мы сейчас уже спустя тысячелетия, да, связываем с тем, что в этом есть какая-то мудрость, но опять-таки с точки зрения медицины это полезно для организма, да. Конечно, вот, это да. же наше любимое интервальное голоедание, Да, интервальное обновляются твои голодание. митохондрии, да, то есть синестентные клетки. Да, на самом деле, опять-таки, если разбирать голод с биохимической точки зрения, огромное количество процессов происходит в организме, я бы назвала это как перезагрузка. Это полностью как перезагрузка операционной системы в компьютере, да, происходит. То же самое у нас в организме примерно происходит на клеточном уровне, на тканевом уровне, на органном уровне. Там огромное количество биохимических реакций, усиливаются все обмены веществ, ускоряются, и в этом огромная, большая польза для организма на самом деле. Есть, да, есть такое. Доктор Азиза, ну вот смотрите, но все равно сейчас вот нас смотрят, и есть люди, которые после поста приходят и говорят, вот у меня застой желчи случился, вот у меня там болит поджелудка. Вот что им можем посоветовать, чтобы избежать этих... Ну, вообще, конечно, по-хорошему человек должен быть готов всегда. То есть я вспомнила прошлогодний эфир, когда мы говорили про пост, и у меня коллеги спрашивали: Азиза, как ты готовишься к посту? А я на самом деле поняла, что я на самом деле никак не готовлюсь, да, особо, да, какой-то особой подготовки нет, потому что я считаю, что в целом осознанный человек, который именно следит за своим здоровьем, в целом он всегда готов, да, то есть потому что он всегда следит за своим здоровьем. Вот, но здесь, конечно, у нас такой уровень жизни, темп жизни, что мы просто элементарно вот в погоне забываем, да, об этом. Вот. И здесь, конечно, в первую очередь я, конечно, рекомендую уделить внимание, наверное, здоровью желудочно-кишечного тракта, потому что в первую очередь слетает у нас желудочно-кишечный тракт, потому что немного меняются циркадные ритмы приема пищи, да. То есть, например, в обычное время у нас это мы принимаем пищу утром, в обед, например, вечером, да, 3 раза, или, например, кто-то 2 раза в день питается, да, например. Вот. А тут полностью прием пищи переходит на другое время суток, соответственно, неподготовленный организм, особенно если есть какие-то хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, они начинают уже давать нам сигнал, что что-то не так. Они всегда дают, да. Да. Ну вот как вы относитесь к тому, чтобы вечером дать ферменты, да, или утром? Отлично отношусь. Я думаю, вот, ну, в первую очередь, помимо ферментов, еще огромную роль играют слизистые, да, именно подготовка слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, потому что основные жалобы, которые там пациенты предъявляют во время голода, это те же вот эти голодные боли. То есть, когда слизистая несостоятельна, начинают, например, вырабатываться пищеварительные соки, да, например, в течение дня. И гастриты усиливаются. Да, и обостряются гастриты. А если у кого слизистые оболочки состоятельны, они даже не замечают. У них чуть-чуть там поурчит живот и все, да, там, то есть каких-то болей, неприятных симптомов они не замечают. С этой целью у нас есть как раз-таки вот эти комплексы для слизистых. Гастро-М? Я люблю Гастро-М, GI Renew.
Джай Реню тоже Джай Реню обожаю, это да. просто шикарная вещь. Вот, и я бы рекомендовала, например, ну, вообще за месяц до поста начать пить. Если вдруг у кого-то не получается, прям во время аузашара. Вот, прям один финик съели, воду выпили и сразу Джай Реню Вот тебе с водичкой. и растворимая, нерастворимая клетчатка, там же тебе и защита слизистых. Да, там же... глутамин, этот глутамин жадно поглощается, наши желудочные слизистые желудка, кишечника, он даже не успевает в кровь пройти, этот глутамин, он прям полностью слизистые его поглощают. Там еще у нас есть МСМ, если не ошибаюсь, да? сера. Сера есть, муцин есть, который помогает тоже слизистой. Там даже есть кошачий коготь, который иммунные клетки у тебя Да, в кишечнике. моделирование иммунитета идет, да, макрофагов, да, вот. Да. И то есть помимо того, что у нас слизистые восстанавливаются, там еще и иммунитет их тоже. Потому что 70% иммунитета мы знаем в кишечнике, да. В кишечнике, да. Очень потом, круто. получается, вот после этого немножко подождали, поели, не торопясь, тщательно разжевывая каждый кусочек пищи, смакуя, ну вот в приятной беседе со своими близкими, да, собрались на ифтар, да, там обычно там родственники. Со смыслами, да? Да, со смыслами, да. Вот это вот как бы за едой не забывать, что вот, как сказать, на самом деле, я думаю, что у казахов это так, ну, не только у казахов, вообще у всех восточных народов, прием пищи совместный, это как ритуал приятный, да, когда начинают все обмениваться там новостями, какие-то приятные беседы происходят в этот период, да, вот, и не торопясь вот так поесть, потом можно выпить ферменты, 1-2 капсулы, да, то есть если чуть-чуть больше съели мясной пищи, то можно спокойно 2 капсулы выпивать. Ферменты там сложные, да? Сложные ферменты, да, которые и для переваривания белков, жиров, углеводов, клетчатки, казеина, глютена, лактозы. Да, у нас очень много сейчас всяких комплексных ферментов. Ну, один из моих там любимчиков, тот же самый, это Clear Labs Vital Zymes. Forte. Да, Особенно Vital Zymes Forte, Vital Zymes Complete, да, там есть. Вот наши от Metabody ферменты тоже. Мне они чем нравятся, тем, что они еще содержат бетаин, аж хлор. Бетаин, да, очень важно. Особенно, знаете, бетаин важен у кого забросы. То есть это вот у кого герб, да, заброс из желудка в пищевод и заброс из тонкой кишки в желудок. И вот это вот чувство горечи, неприятное ощущение, когда желтый язык такой, желтый язык, да, вот это вот негативные симптомы идут, и ферменты таким людям обязательны. Вот. И особенно вот бетаин как раз-таки им хорошо будет, потому что он будет усиливать немножко выброс соляной кислоты, а мы знаем, что как раз-таки все вот эти забросы, они из-за чего идут? pH, из-за несостоятельности сфинктеров. Да. Сфинктер из-за чего несостоятельный сфинктер? Из-за низкой кислотности. Да. То есть мы увеличиваем немножко кислотность, сфинктер становится более состоятельным, да? Там идет, ну, на самом деле там целая цепочка биохимических реакций идет. Вот элементарно на личном опыте, да, на опыте мужа, у него раньше очень сильно были выражены вот эти забросы, и вот ферменты с бетаином помогали, и еще яблочный уксус хорошо помогает в этой теме. Слушайте, яблочный уксус — это манна небесная, потому что он еще и снижает же уровень глюкозы. Да, то есть помимо того, что вы получаете очень хорошую кислотность желудочного сока, у вас потом и нет скачков вот этих. Да, он как бы буферит. Да, получается, он буферит. Да. Вот раз про буферы сказали, да, опять-таки вот, чтобы не было у нас скачков глюкозы, а после глюкозы, соответственно, и в ответ инсулина, да, здесь важно сбалансированный рацион. Просто что у нас буферит углеводы? Это у нас клетчатка, это у нас жиры и белки, да? То есть если человек съел немножко салата, мясо, да, с кусочком жира, вот, и потом чуть-чуть гарнир съел, в принципе, этого достаточно, и не будет у него никакого там
резкого подъема глюкозы, подъема инсулина, сонливости, да, особенно вот для практикующих важно, кто потом идет, выстаивает намазы, вот эти таравих намаз в мечети, чтобы, ну, не клевать, не засыпать в намазе, а вот такое чувство бодрости. И за стола вставать с легким чувством голода. Потому что чувство голода, чувство насыщения к нам чуть-чуть позже приходит. Слушайте, да, вот это вот интересная история, я сейчас изучаю, да, вот грелин, лептин, да, вот эта лептинорезистентность, когда у тебя центральный регулятор в голове теряет связь с инсулином, оказывается, инсулин, поднятие инсулина блокирует 3 рецептора к лептину, и он вообще не понимает, что там происходит, и поэтому твоя голова думает, что ты умираешь с голоду и хочет все время кушать, и параллельно запасает жир. И вот эта лептинорезистентность, она идет с инсулинорезистентностью, но там главное стресс, да? Там главное, да, огромное значение играет стресс. И еще одна очень важная вещь играет роль. Это глубокий сон. Я знаю, вы любите сон. Вообще, доктор Азиза, раньше она была доктор йод, потому что вы популяризировали в Казахстане йод. А теперь вы доктор сон, я чувствую. Расскажите про это. Вот, ну, на самом деле, когда у нас происходит глубокая фаза сна, это как раз-таки тот самый механизм, да, который все процессы, которые в течение дня происходили, да, ошибки какие-то даже элементарно, там, метилирование, ошибки, ну, вообще накопленные все вот эти метаболические ошибки, на самом деле можно убрать просто, если у человека есть качественный глубокий сон, глубокая фаза. Вот. И опять-таки мы знаем, что у нас глубокий сон в основном это примерно там условно с 11 ночи до часу, до 2 ночи, да, это первая треть ночи. И опять-таки тут перекликается, я никак не могу не упомянуть, что в сунне, как это пришло, да, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он поощрял спать именно первую, вторую часть ночи, и он вставал в третьей части ночи, то есть это прям под утро. Перед утренним намазом. Молитва, медитации все должны происходить там. И вот как раз, и в этом опять мы сейчас уже это связываем, да, уже с медициной, с наукой. Ну, я понимаю, что какая мудрость даже элементарно во всем этом, то, что он нам оставил, да, что в первую треть ночи и вторую треть ночи человек находится во сне. Вот, и поэтому даже в Рамадане желательно вот эту вот не упускать. Вот. А если человек да, он все-таки с легким чувством голода встает из-за стола, у него такой хороший уровень энергии, там, он потратит его на какие-то там важные встречи, мероприятия, еще что-то, и потом ему еще и легче заснуть. Да, то есть, потому что на очень сытый, на очень голодный желудок, мне кажется, тяжелее уснуть. Вот, и потом вот это хороший качественный сон, в котором идет выработка мелатонина, да, вот этот мелатонин у нас огромное количество эффектов имеет на организм, то есть мелатонин, он модулирует все остальные гормоны, то есть приводит в норму, да, это тот же самый инсулин, кортизол, да, это лептин, грелин, элементарно мелатонин и кортизол, они же антагонистами являются. Поэтому, да, если мы хотим организм избавить от излишне высокого кортизола, нам необходимо, чтобы организм легче перешел в глубокую фазу сна. Вот. Потом иммуномодулирующий эффект, антиоксидантный эффект, антидепрессивный эффект. Похудительный. Да, ну да, это снижение веса. Элементарно есть пациенты, которые просто нормализовав сон, у них уже идут там плюс 5 килограмм уходит, да, условно, потому что улучшается чувствительность к инсулину. И, соответственно, как вы относитесь вот к индукции? Есть такое понятие, как индукция, друзья. Это когда ты стимулируешь мелатонин или ты прям замещаешь его. Вы как любите? Больше сначала индуцировать, а потом замещать? Или вы сразу... Вот, допустим, вы моему сыну, подростку, который не высыпается и на 6 часов в день тренируется, в 10 вечера приходит и вот так валится просто, но не может уснуть из-за усталости. Вы ему прописали
прописали небольшую дозу мелатонина. Кому показан мелатонин, а кому индукция? Я думаю, что здесь индивидуально, но вот именно есть такие категории, да, людей, которые особенно нуждаются в какой-то в маленьком капелюшечке, в, как сказать, стимульнуть, толчке, да. Например, подростки. Да, почему? У подростков у них идет пик выработки половых гормонов. Мы знаем, что вот как раз-таки в подростковом периоде почему у них ломается сон, почему они не спят, потому что вот эти половые гормоны, их излишний Бушует, сил, да, их вот это вот прям выплеск, огромное количество в крови, он противостоит мелатонину, у них мелатонин снижается. И вот чтобы у них, опять-таки, чтобы мы сон не поломали, чтобы у них сон не поломался, вот как раз-таки маленькую, там 0,5 миллиграмм, например, им можно для поддержки. Субклинические такие, субфизиологические дозы, да? Да, суpraфизиологические, то есть это ни в коем случае не будет как ЗГТ, потому что, ну, ЗГТ это у нас 3 миллиграмм, 5 миллиграмм и больше, да, у нас есть такие Я дозировки. буду давать своему сыну, потому что не вижу возможности другой, да, нету просто. Да, и еще же, видите, мелатонин, он же связан с гормоном роста, именно в глубокой фазе сна под воздействием, ну, как сказать, с помощью мелатонина, опять-таки, у нас синтезируется гормон роста. Это для подростков, да, это для подростков очень важно. Почему? Потому что гормон роста, он помогает восстанавливать мышечные ткани. То есть если спортсмен хочет добиться высоких результатов, результативности, он хочет, чтобы его мышцы быстрее восстанавливались, чтобы у него шел рост мышечной массы, да, тогда ему нужен глубокий сон. Потому что в этой фазе глубокого сна у нас вот гормон роста синтезируется. И еще гормон роста у нас синтезируется днем. Полуденное время, ну, после солнца, когда зенита уже немножко снижается, да, примерно в час, golden два, hour, да? Да, ну, то есть, час, да. два, в 3, до 3 где-то дня, да, например, вот это вот время, буквально полчасика сна, иногда вы не замечали, когда ты поспишь в это время, потом просыпаешься и просто... Даже 15 минут. 15 минут даже. Очень классное самочувствие идет, такая бодрость, прилив энергии, да. Это тоже, в это время тоже у нас синтезируется гормон роста, который нам помогает восстанавливать организм, да, вот. И это опять-таки еще и важно во время постажа, потому что сам по себе голод это как стресс идет, да, и тут мы как бы вот этот стресс мы организму помогаем. То есть спать днем, у нас люди в офисах сидят, пашут, и потом вечером объедаются. Да. То есть нам нужно, наоборот, все замедлить. Нам нужно замедлить, нам нужно сделать такой вот ненасыщенный, не калорийный, прям суперкалорийный, а вот такой просто плотненький, приятный для того, чтобы нутритивно плотный. Нутритивно плотный, да, чтобы утолить голод, нам нужно сделать ифтар, да, то есть аузашар. Потом, ну, это время провождения с близкими, да. Активность какая-то, там в гостях часто люди бывают. Потом поспать немножко, и потом уже в 3-й части ночи можно вставать и там молиться, там читать Коран, потому что месяц Корана, да, люди хотят вот больше получить награды, вот. И как раз и вот это время еще у нас уже подходит время для сухура, то есть для аузбекату, да, прием пищи. Это во сколько? Это в 4 утра, да? Это идет до утреннего намаза. До утреннего намаза, окей. Да, нет, сейчас это будет уже даже не 4 утра, это, знаете, время сместилось же у нас. Да. Это будет примерно до 7 утра. Прекрасно. Вообще прекрасно. Это уже, да, как раз очень близко к нашим, как бы, естественным циркадным ритмам, да, когда... И так кортизол поднимается. Да, и так-то уже с 6 утра у нас идет постепенно увеличение выработки кортизола, и инсулин там же начинает, да, повышаться, и этот как раз мы плотно поедим, наберемся сил, для переваривания. Да, наберемся сил и уже потом все вступаем в активную фазу свою, да, в свою активность, обычную рутину.
Доктор Азиза, ну вот смотрите, это же больше сухой голод, да, без воды. Как восполнить? Ну, есть такая теория, да, что ты в день должен быть увлажненным. Даже есть такая теория, что ты не болен, ты просто недостаточно увлажнен. Все-таки водно-питьевой режим важен. Вот как его восполнять во время? Что пить? Ну, на самом деле, тут же опять-таки мы же на самом деле все можем восполнить. На самом деле люди думают, что вот пост в Рамадан, это как некоторые люди думают, что это издевательство над организмом, да, там негативно к нему относятся, но мы-то в течение другого времени суток все восполняем, тот же самый колораж свой, те же самые питательные вещества, тот же объем суточной жидкости, да. Ну, это потом это гармезис, да, такая небольшая да, стрясочка, это наоборот когда стряска, мобилизуется. да. И потом еще что важно, люди забывают, у нас-то в организме сама по себе вода образуется в митохондриях наших, да, то есть опять-таки все возвращается к нашему здоровью. Если у нас активные митохондрии, если они классно работают, если у нас вырабатывается достаточно энергии в митохондриях, и вода тоже вырабатывается. И на самом деле человек, который у него вообще хорошее здоровье, он же долго может протянуть без воды. А тут тем более, что мы восполняем жидкость, и что легче, опять-таки, нужно брать такую жидкость, которая легче проникает в ткани, в органы. Это у нас жидкость больше электролитная, да. Калиево-натриевые насосы должны хорошо работать, да? Насосы должны работать хорошо, от этого зависит и передача нервных импульсов, да, и все остальные вот эти биохимические разные процессы, вот, поэтому жидкость может быть электролитная, это вот разные порошки, например, различные смешанные с водой, да, электролитные порошки. У нас вот в Метабаде даже есть. У нас тоже есть электролиты, да. Но вы можете любые брать, в принципе, да? Там в наших электролитах еще и рибоза есть, которая питает митохондрии. Да, там прекрасно. есть биофлавоноиды с витамином С, там, натрий, калий, хлор, пектин, само собой. Да. это цитрусовый пектин. Да, как сорбент и как антиоксидант, да. То есть потом минеральную воду можно пить. Только натощак, да, чтобы не сбивать желудочный сок. сок. Лучше подальше от приема пищи, лучше во время пищи хочется, если пить просто обычную фильтрованную, пьем воду, да, вот, а уже минеральную, щелочную воду мы пьем между приемами пищи, чтобы не повлиять сильно на наше пищеварение. Все-таки пищеварение в желудке, оно должно быть под воздействием кислот. Да. Чтобы нейтрализовать. Слушайте, да, вот я сейчас топлю за функциональное питье. То есть мы иногда пьем просто, вот как вы правильно сказали, в клетку должна заходить жидкость, да, а мы пьем просто какую-то обеззараженную, потому что вот эти вот все фильтры, да, очень многие, они прям воду делают голой, да, то есть там ничего нет. Они истощают, обедняют воду, поэтому нам как бы и приходится, да, вот эту воду обогащать, получается. Обратно, то есть мы сначала ее убиваем, потом делаем, еще обеззараживаем ультрафиолетом, потом ее реминерализируем, но реминерализируем слишком мало, поэтому у нас вот дефициты магния, калия, фосфора, да, и приходится электролитами добивать, да? Да, у нас еще дефициты, да, вот из-за того, что вода все-таки не такая у нас уже, потом опять-таки продукты питания истощены, да, тот же самый магний. По умолчанию мы магний должны получать из овощей, да? Вот, из воды. Из воды. А у нас вообще практически магния очень мало в овощах, там 90% населения, если не 100%, страдают по магнию, да? А у нас магний — это царь гормонов, царь минералов, там 500 биохимических реакций у нас в организме зависимы от магния. И, соответственно, вот тоже важно не забывать про прием магния, потому что это наш, опять-таки, это как наш амортизатор, это минерал-амортизатор, он регулирует все и сердечно-сосудистую систему, и нервную систему, и нервно-мышечную передачу, да, там нервную систему, мышечную, опорно-двигательный аппарат, что еще, детокс. Группу витаминов В, все вот эти метилирования, да, потом аммиак, идет. Обезвреживание, там тоже магний. Да, там везде магний, он везде принимает участие, даже элементарно перистальтика кишечника, да, у нас как на фоне поста у многих начинаются запоры. Кстати, да, вот как с этим бороться, что вот делать?
как раз-таки магний тут может быть помощником. Магниевая вода, донат магний, например. Вот. А потом не забывать про отток желчи, да, то есть на самом деле от желчного пузыря, от его функционирования зависит практически там вся работа ЖКТ. Если у нас с восходящего начинается, если у нас идет застой желчи, соответственно, у нас уже дальше идет и застойные явления по цепочке, в том числе и нарушенная перистальтика кишечника. И поэтому имеет смысл подключать желчегонные препараты, то есть желчегонные и влияющие на реологию желчи. На реологию у нас, например, влияют это желчные кислоты. Тутки все. Да, тауродезоксихолевая кислота, это препарат тутка. Просто желчные кислоты, это, например, урсактив, урсасан, урсофальк, да. Бычья желчь, очень люблю ее тоже, да. Очень классно работает, да. Лецитин. Вот, лецитин и желчные кислоты — это, наверное, то, что именно влияют у нас на реологию желчи непосредственно. Это такое, то есть это сложно сказать желчегонными препаратами, это то, что не стимулирует работу желчного пузыря, просто способствует тому, чтобы желчь была текучей, чтобы она была более такой функциональной. И желчегонные — это у нас разные травы, горечи, да, вот эти одуванчик, артишок, там расторопша, да, вот все вот эти наши любимые травы, которые, они еще и одновременно и гепатопротекторами являются, да, потому что так или иначе на разные реакции в печени влияют, да. Тоже сидимарин тот же самый, он способствует выработке глутатиона, например. Вот. И мы даем, имеет смысл, получается, смотрите, чуть-чуть упорядочу, слизистые ферменты, электролиты, магний и работа с желчеоттоком, да, это у нас желчные кислоты, лецитин, например, и горечи, да. Но опять-таки с горячами будьте поаккуратнее, люди, у которых есть забросы, да, опять-таки те же самые. Лучше вот если есть герб, если есть такие неприятные симптомы, лучше просто начните вот с теми препаратами, которые на реологию желчи влияют, и магний, да, например. Вот. А потом уже как там когда уже легче становится, все эти симптомы уходят, уже можно подключить такие мягкие желчегонные, типа артишока. Да, артишок я тоже очень люблю. Он он безопасен, его можно долго, длительно принимать, да? Да, еще можно у кого синдром Жильбера. Вот, то есть как бы он практически у него противопоказаний нет, противопоказания это только, наверное, желчекаменная болезнь, да, вот, и индивидуальная непереносимость. Ну вот на желчекаменная болезнь зависит от размера, да, но вот вы в Метабаде же даете врачи классные результаты на урсактиве, да, что прям желчные камни уменьшаются, да? Да, если это холестериновые желчные камни, да, то есть мягкие, то есть, то, конечно, желчекаменная болезнь ни в коем случае не противопоказание для того, чтобы работать с реологией желчи. То есть все, что улучшает реологию, текучесть желчи, это наоборот не то, что можно, это необходимо. Потому что, чтобы, опять-таки, для чего? Чтобы не образовывались новые камни, да. Чтобы у кого удален желчный пузырь, чтобы не образовывались камни в желчевыводящих протоках. Да, многие спрашивают, а можно урсактив при удаленном желчном? Не то, чтобы можно, а нужно. Потому что желчь, потому что все время течет. Да, желчь все время течет, и у нас еще есть желчевыводящие пути в печени, там могут образовываться камушки, да, и нарушать работу печени, поэтому важно, чтобы новые камни не образовывались. Очень интересно. Я знаю, что многим людям во время поста помогает еще Хилак Форте. Я такого тоже люблю. Это старое доброе аптечное средство. Он хорошо регулирует, хорошо регулирует как раз работу сфинктера. Да, это метабиотик, да. Я очень люблю. Что такое метабиотики? Да, вообще все метабиотики я очень люблю. Почему? Потому что это подкормка нашей собственной микрофлоре. Уже метаболиты, да? Да, это как, грубо говоря, как припасы для солдат, да, то есть мы отправляем солдатам с их припасами, они там уживаются и полноценно начинают обустраиваться, да, помогают, да, и еще и кормят там всех рядом окружающих, да, то есть метабиотики, они очень мягко работают, они очень физиологичные,
вот, они не дают каких-то перекосов, негативных симптомов, там, например, как с теми же пробиотиками, некоторыми, да, могут вздутие, например, усиливать. Метабиотики, они более мягко работают. Но это первая линия, вот наш Акбута, вы, по-моему, всегда начинаете с метабиотиков. Да, есть врачи, которые метабиотики. сразу с пробиотиков начинают, но я знаю, что вы с мета Да, я начинаете. люблю более мягко работать. Кому-то я могу дать пробиотики. Например, вот, кстати, те же самые лактобактерии больше, они больше идут на стимуляцию перистальтики, да, то есть если склонность к запорам есть, то можно брать, например, штаммы лактобактерий плюс сочетать с метабиотиками. Если склонность, наоборот, к диареям, то здесь, наоборот, больше бифида. Да? И булларди какие-нибудь. И сахаромицет, и булларди, да. И плюс еще и метабиотики, да, потому что метабиотики их подкормят и помогут им лучше функционировать в кишечнике. Вот. Это тоже лайфхаки для тех, у кого есть склонность к запорам. Вот. Но опять-таки я думаю, что те люди, у кого проблемы с ЖКТ, это, наверное, те первые, которые задумываются о посте и как бы заранее, да, вот эти все проблемы зная решают. свои проблемы, Да, очень важно еще к организму прислушиваться. А вот есть люди, категория, у которых голова болит, вот им что делать? Ну, у нас, смотрите, когда первые где-то 3 дня голода, опять-таки тут из-за того, что это как стресс для организма, здесь немного работают какие процессы. Например, снижается сахар, гипогликемия, вслед за снижением сахара у нас идет снижение давления, и, скорее всего, это основные причины, почему голова болит, да, то есть замедляется кровоток. Отток нарушен, да, видимо. венозный отток нарушается, склонность к отекам, да, появляется, потому что венозный застой идет. Здесь, еще и может быть еще одна из причин — это интоксикация, да, симптом интоксикации, когда у нас, например, застой желчи идет. На фоне голода у нас вначале из-за непривычки, да, застой желчи идет. И вот эта застойная желчь, она из-за того, что она токсичная, да, она немного дает такие негативные симптомы. Поэтому здесь можно использовать сорбенты, тот же самый наш любимый аминосорб, например. И опять-таки гидратироваться хорошо, потому что у нас наше давление, оно зависимо все-таки так или иначе от жидкости, от электролитов. Гипотоникам даже немножко чуть-чуть подсаливать, чуть-чуть больше пищу я бы рекомендовала, да? Да, классно. Чтобы немножко онкотическое давление, увеличивать, да, артериальное. Да, потому что если у вас вообще нет возможности купить электролиты, хотя бы чуть-чуть воду можно подсолить. Да, можно подсолить воду, можно морскую соль чуть-чуть Гималайскую, да, гималайскую морскую соль под язык подрассасывать, да, даже элементарно курт. Наш курт, да. Знаете, самый дешевый электролит казахский — это курт. Да. Там тебе и лактобактерии, и ферментированные, и соль. Классно. Да. Вот у нас у людей могут быть вот такие головные боли, чуть-чуть это тоже мышечные реология боли. крови как будто. Но мне нравится, например, для разжижения крови, вот наша Попелышева это совет давала, да, вместо того, чтобы пить там аспирин, еще что-то. Вот как бывает же такой спазм в голове, как будто у тебя вот правда отток нарушен. Вы берете сочетание гинка, помните, она давала гинка и готукола, потому что гинка Гинка улучшает венозный отток. Вообще гинка укрепляет венозные стенки, да? Почему вообще, из-за чего у нас немножко идет, грубо говоря, чуть-чуть внутричерепное давление увеличивается, да, и как чуть-чуть отек усиливается, да, потому что вены, их стенки слабые. И они не могут контрактировать. Да, они не могут достаточно сокращаться, и вот гинка, он помогает, наоборот, как раз-таки чуть-чуть усилить вот эту вот венозную стенку, сделать ее более гибкой, и чтобы застоя не было венозного, и, соответственно, не формировался вот этот застой, отек. Гинка для людей с низким давлением — это просто кофе. Да, еще это же как адаптоген, поэтому гинка иногда нехорошо во второй половине дня. Некоторых он бодрит, поэтому в первой половине дня, когда вы активны, например, на сухур можно выпить добавки с гинкобилобой. Да, очень любим гинку жидкую, причем надо смотреть хороших производителей, потому что там должны быть именно. Да, там лучше искать стандартизированное количество.
Да. вот этих активного вещества, которое в гинкобилобе, да, является. Ну вот мне основным. нравятся вот эти в пипетках. Я забыла производителя. Надо будет. Сева, когда будете монтировать, поставь, пожалуйста. У нас они иногда есть, иногда у нас нету их на полках, вы сами их найдете. И Готу-кола прекрасно, потому что Готу-кола тоже сама влияет на венозный отток, и при этом это вот центелла азиатика, да, она прям очень хорошо нервную систему тоже успокаивает, прям классно работает. И адаптоген еще. И вот, давайте поговорим про адаптогены. Что случается с людьми, которые вот такие прям уставшие надпочечники? Да, вот у нас две системы, которые остро реагируют на голод, я так считаю, да, это мое мнение. Это у нас ЖКТ первое. Первые идут они, да? Да. Начинают жаловаться. И вторая группа людей — это у нас люди, у кого нарушение в оси гипофиз, гипоталамус, гипофиз, надпочечники. Да, то есть это ось. У кого сбита ось, надпочечники, да, дисфункция идет вот этой оси. Вот. И таким людям, конечно, им тоже сложно пережить вот этот первые дни поста. Почему? Потому что стресс, потому что голод — это тоже стресс. Да, то есть это физический стресс. И поэтому в первые дни их может немножко, им не быть хорошо, им может быть не очень хорошо быть, да, то есть могут какие-то скачки давления быть в сторону, чаще всего в сторону снижения, вот эти вот головные боли, мышечные боли, там немножко боли в суставах беспокоить, да, такое какое-то сильная слабость. Прям совсем сильная слабость, да. Сильная слабость. Почему? Ну, опять-таки, почему им сложно? Потому что кортизол, гормон, который выделяется в надпочечниках, он у нас еще и, он же является гормоном, который регулирует уровень глюкозы, который регулирует глюконеогенез, гликогеногенолиз, то есть образование глюкозы из гликогена. Почему, например, некоторые люди хорошо переносят голод, некоторые люди там 3 часа уже не поедят, все, у них уже предобморочное состояние. Вот почему? Потому что у них вот этот процесс расщепления гликогена в печени, он у них немножко как бы замедленнее идет. Например, ну, опять-таки, это еще от конституции зависит, да, у нас гликоген, весь депо гликогена, это у нас печень и мышцы. Соответственно, люди такие худенькие, астеничные, у которых мало мышечной массы, они тяжелее переносят, часто голод, потому что в мышцах у них меньше гликогена. А люди более с хорошей мышечной массой, с хорошим таким объемом печени, да, мужчины. Им есть что закидывать в топку, да? У них есть, но еще и механизмы вот эти играют роль, гормоны играют роль. Если у человека дисфункция в оси гипоталамус, гипофиз, надпочечники и немножко работа кортизола нарушена, да, гормона, то вот этот процесс у них не такой, как бы сказать, отлаженный. Ну и потом мы все заходим как будто чуть-чуть с инсулинорезистентностью, потому что у нас глют-рецепторы, да, глют 1, 2, 3, они все дислоцированы в разных местах. В мышцах это одни глюты, в голове очень много глютов, по-моему, 2 типа, да? Они прям должны глюкозу сразу заводить. В первую очередь в голову. В первую очередь это голова, сердце, печень, да? Вот. Все остальное уже идет как бы менее. Все можно отключить, кроме головы. Да, в первую очередь глюкоза у нас идет в жизненно важные органы. Вот. Но вот это вот состояние, да, когда плохо человеку, ну это вот примерно первые 3-7 дней. И здесь, опять-таки, вот у кого надпочечники слабые, но это люди знают, что у них слабые надпочечники на самом деле. Это вот такой определенный там классический тип, да, людей, там астеники чаще всего. Уставшие. С гипотонией часто, которые плохо переносят голод, которые часто склонны к коллапсам, да, вот. Ортостатическим. Да, ортостатическому коллапсу, то, что резко встал, такой, голова закружилась. Анемичные часто. Да, анемичные часто. Вот у кого там часто у них еще бывает, что аппетит снижен бывает, например, или их чаще всего тянет на определенный тип пищи, это сладкое или соленое. Вот. И такие люди, им можно вот адаптогены как раз принимать. Мой самый любимый состав вот в Метабаде у нас представлен тоже Адренадапт. Вы Адренадапт любите? Ой,
А я люблю метаадрен. Метаадрен, путаю. Метаадрен больше люблю. Почему? Потому что там еще в составе кора надпочечников. Да. Вот именно кора надпочечников такие, это органопрепарат, да, как раз-таки, который помогает мягко, вот так вот, он идет в надпочечники, да, и питает собственную ткань надпочечников. Я обожаю. Знаете почему? Это как такой маленький, это, как сказать, дозволенный такой мягкий допинг. Да? Натуральный, Натуральный, да. Это, да. это не гидрокортизон, да, это да, не это уже, дексаметазон. да, но это гормоны, это уже такая тяжелая артиллерия, но она тоже необходима в некоторых случаях, когда мы видим, что человек уже вообще никакой, да, там уже, когда уже фаза перешла в дисфункцию там надпочечников в 4-й стадии, да, например, по Гансу Силье, там уже немножко и ЗГТ нужно. Но вот в основном относительно здоровым людям, да, и у кого такие симптомы есть, нарушенной оси, вот им можно как раз-таки вот этот метаадрен, да. Знаете, он классно Азиза, работает. нас благодарит хирург, то есть я дарила в свое время врачам, потому что врачи на самом деле это сами люди, которые особенно на передовой в реанимациях, там, которые там в онкологии работают, это сами люди с истощенными надпочечниками, да, так скажем, и они говорят, мы прямо оживаем. И наша Марьяна Маратовна, да, вот в Астане врач, она говорит, я раньше ходила на базар, когда не было препаратов, и она на базаре находила мясников и просила, вот надпочечники же это такая пленочка на почках, и она говорит, мне срезали, я замораживала и ела. Да, это очень классно. Вообще органопрепараты, тема органопрепаратов, это вообще целый космос, очень классная тема. Даже я помню, где-то я читала, раньше вот аборигены Америки, индейцы, когда у них случались какие-то болезни, они резали животное, доставали надпочечники и ели. Ели надпочечники. То есть там концентрат витамина С, да, они, соответственно, получали, потому что это орган, который больше всего витамина С в себе скапливает. Почему? Потому что витамин С у нас идет на синтез стероидов. Кортизола, да. Да, все стероиды там принимают участие в основном витамин С и витамины группы В. Опять-таки, на примету пусть себе возьмут люди со слабыми надпочечниками. Вообще люди, вот у кого как раз-таки 3-я, там 4-я стадия, они на витамине С оживают. То есть регулярно пить. Да. Прям по 1000. Я когда устаю сильно, и вот я в Америку уже приехала, в Чикаго, такая после перелетов, и Дина, наша доктор, который там работает в Чикаго, она говорит, 3 грамма капельницу срочно, витамин С. Да. Есть у нас доктора даже, которые по 7 грамм капают, да, есть, например, есть бренды, которые, такой один редкий бренд, который выпускает именно в форме аскорбата натрия. Да, чтобы не кислый был, да? Да, не кислый, и там прям сразу 7,5 грамма. Вы оживете, ребята. Ну, это реально супер такой, как сказать, тоже опять-таки такой допинг, да, натуральный. Почему? Потому что сразу оживают надпочечники, сразу запускается синтез стероидов, половых гормонов в том числе, да, и человек оживает. Прогестерон. Вот, да. Чтобы снизить... Сара Готфрид, гарвардский акушер-гинеколог, говорит, женщинам предменопаузу всем витамин С вперед по 1000 грамм. Ну да, там же еще не... Да, там и стероидогенез, и коллагеногенез еще, который страдает уже с возрастом, да. Потому что гликация у нас... Гликокаликс у нас же на витамине С и держится. Да, витамин С. Вот, и поэтому витамин С это тоже такая, помимо магния, там, электролитов, добавок для ЖКТ, еще и витамин С у нас теперь появился, да. А знаете, почему, ребята, вам, может быть, не говорили этого, но эволюционно человек раньше сам вырабатывал витамин С внутри организма эндогенно, но из-за того, что организм очень умный, эта реакция термодинамически была неблагоприятной. То есть, когда много сил тратится на производство, и он сказал, все, мы отказываемся от этой реакции, мы хотим извне брать. Извне, да. И вот, люди, конечно, те, кто... В основном витамин С у нас в растительной пище, да, например, там, где более мягкий климат, они получают из тех же самых ягод, фруктов. В северной полосе там, тоже ягоды, да, вот эти все наши зимние ягоды. А у нас, казахи, витамин С, мы знаете, из чего получали постоянно? Это камаз наш. Огромное количество, тоже большое, хорошее количество концентрации витамина С. Вообще парное молоко любое, оно содержит хорошую концентрацию. Вот. Но опять-таки из парного у нас сейчас только остался разве что камаз.
да, то есть который ферментируем мы. И мы не делаем вот эту пастеризацию, где убиваются бактерии. Да, хумус мы, грубо говоря, мы же его потребляем сырым, и как раз-таки там сохраняется витамин С. И почему это было такое классное лекарство, да, в период, когда не существовала химиотерапия от туберкулеза того же самого, потому что там огромная концентрация, хорошая концентрация витамина С, иммуноглобулины, разные антитела. И там было очень много лактоферина. Да, лактоферин, это очень хороший протектор. Помните, во время ковид, как он спасал, да? Да. Как транспортер. А вот в Америке, вот я сейчас, вы говорите и вспоминаю, в Америке сейчас прям тема хайповая, это raw кефир. Сырой кефир, то есть они берут сырое молоко и начинают его ферментировать, потому что иначе 99,9% рынка это пастеризованное молоко. Да. Мало того, что оно пастеризованное, оно еще и гомогенизированное. Вся большая проблема даже не в пастеризации, а в том, что там убиваются все полезные тоже бактерии также. Проблема в гомогенизации, потому что вот коровий жир, он очень большой. И когда гомогенизация, это такая мембрана, которая под огромным давлением проводятся молекулы жира, и они прям вот разбиваются в мелкие молекулы, и они сразу идут на жировой гепатоз. Представляете? Поэтому почему мы избегаем гомогенизированное масло, гомогенизированное? Да. Это другая структура, да, лучше цельный продукт. Да. Берите молоко, если у вас есть знакомый с нормальной коровой, там проверенной, и сами сквашивайте кефир, будет тема. Да, но на самом деле вот эта вот сырая молочная продукция, это еще в 2017 году я об этом узнала, так как я люблю труды Вестона Прайса, да, вот один из тех, кто как бы пропагандировал всегда употребление сырых молочных продуктов. Потом еще был ученый такой Поттингер, если не ошибаюсь фамилию. Он делал целое исследование на кошках. Одних кошек он пастеризованным молоком кормил, других сырым. И вот во втором, в третьем поколении у него там те кошки, которые были на сырых молочных продуктах, они были счастливыми, такими живыми, здоровыми. С большой микробной массой, да? Да, с таким здоровым потомством. И такие больные с онкологией, с разными заболеваниями, там, с проблемами внутренних органов, уже кошки, которые употребляли пастеризованно. Но опять-таки люди скажут, кошки это не животные, да, но на самом деле испокон веков человек всегда употреблял парное молоко, живые бактерии и непастеризованные продукты молочные. Это уже относительно недавно появилась пастеризация, опять-таки, когда появилось промышленное производство, чтобы, грубо говоря, скрыть вот это вот, как сказать, немножко грязное производство, там, где были различные бактерии, да. Так они еще и ультрафиолетом же проходятся, вы знаете, да, по молоку? Да, то есть убивают ультрафиолетом всех, потом пастеризуют, и плюс еще гомогенизируют, поэтому у тебя молоко не расслаивается. Оно, по идее, ты молоко поставил в банке, это сверху должен был быть жир. Да. Внизу жидкость. Да, знаете, я даже признаюсь, у меня пациенты есть, которые сырые молочные продукты употребляют, да, у которых есть свое доверенное там производство небольшое, да, там, и они употребляют. И вообще реакции непереносимости практически нет. То есть то, что мы видим, да, например, в педиатрии считается, что один из самых сильнейших аллергенов существующих — это белок коровьего молока. Да? Вот. Но немножко, возможно, это не потому, что сам по себе белок, а может быть по причине того, что также, опять-таки, что структура меняется, да, при пастеризации, при различных обработках вот этих промышленных... Гомогенизация, да, вот это все влияет. А так детки есть, которые очень даже хорошо сырые молочные продукты переносят. Там бактерии, потому что полезные, которые помогают, видимо, и расщеплять параллельно. Да, там в самом сыром молоке, например, там содержится огромное количество ферментов. Мы знаем, что большинство ферментов, они не выдерживают температуры выше 42 градусов, да? Они же это белки тоже. Это же белок. Белок этот, он уже денатурируется. И, соответственно, вот эти вот процессы, то есть когда молоко само себе помогает перевариться, да, в ЖКТ, да, кстати, эти процессы нарушаются. И, соответственно, вот это наше полезное молоко испокон веков, которое было полезным, да, и дети его там хорошо пили, любили, сейчас оно уже превращается уже в какой-то аллерген.
продукт непереносимости. Вот. Все зависит, в каком виде вы его употребляете. Да, важно зависит, это да, тоже. важно. Если сыры, если, например, не переносится тот же самый свежий напиток, да, потому что там лактозы много, но при сквашивании, вот как то, что вы говорите, популярная тема в Америке, сквашивание молочного продукта, там же разрушается большая часть лактозы, вот. И все, вот Да, тебе и сахаров метабиотики, меньше. и метабиотики Да. образуются, все продукты жизнедеятельности, бифидолактобактерий. Вот вам готовые пробиотики, метабиотики, да, и небольшое количество лактозы как пребиотик. Вот. Прекрасный, самодостаточный продукт. Да, я бы очень рекомендовала вообще вот эти вот молочные продукты детям до 7 лет. Вернуть, но только Да. не в виде сладких каких-то йогуртов, Ой, а сладкие просто это вот... убийство. Это вот Да. эти вот снежок, биосы, да, всякие вот. Да. Некоторые пациенты мне говорят, вот мой ребенок только это может есть, и все, там ребенку 3 года, и все, он только на это подсел, больше ничего не ест. Ну, соответственно, его микробиота уже как бы требует этого, да. Ну, нехорошо. Да. Лучше уж хамас и козий йогурт. И курт сосать. И курт, Хотя да, бы. Пусть да. ваш ребенок вот так живет, и потом жир, косточку Мгм. грызет, и вот он будет достаточно самодостаточным. Я слежу за доктором Саладиновым. Нравится он вам, нет? У доктора Саладина он вот так ставит такой деревянный такой поднос, и он утром просыпается в Коста-Рике, смотрит на солнце, делает свою йогу на траве, потом заходит и завтракает, знаете как, у него кефир, кефир, да? Тут же он ставит себе немножко органы, там в гриле прижаривает, большая чашка голубики, и здесь же у него сырой немножко мед, и он смешивает сырой мед с кефиром, с этим. Кефир, и все, и у это него уже такие питание мышцы. микробиоты, это вот Да. это все сразу допинг ко всем органам организма, да, в виде органопрепаратов, да. Вообще, Да. если выпить с утра органопрепараты, знаете, такой взрыв энергии происходит в организме. Это такой прям мощный стимулятор, но при этом мягкий, да. Причем он тропный. Вот есть такие БАДы, ну вот там органопрепараты, там есть надпочечники, там есть сердце, там есть почки, как антигистамин, да, чтобы снижать. Да. И все, ты их выпил, и у тебя ясный глаз, нормальная энергия в течение дня. Да. Я тоже люблю эту тему. Да, ну мы же как бы вот это все мы ели много веков, Да. а потом просто культура как сказать, принятия пищи, пищеварительная промышленность, пищевая промышленность поменялась, да, и мы как бы это забыли. Сейчас мы обратно возвращаемся к истокам, съесть всего животного целиком. Вот. Но у казахов это как бы более практикуется хорошо, да. Да, от носа до хвоста. От носа до хвоста это надо прям практиковать. Я же так, когда мы на метаферме запустили, все клиенты звонят, а я хочу вылезку, я хочу мышечный вот это. Я говорю, зачем? Там много кортизола, да, вот адреналина. А почему вы не берете сердце, почки? А все таки, это мы выбрасываем. Представляете, мы выбрасываем органы и кушаем вот эту мышцу. Нет, это, надо органы есть. Те же самые костный мозг, там почки, сердце. Сердце богато коэнзимом Q10. Это все наше карнитином, да, креатином, то же самое. Это же все поддержка нашей митохондрий. Да. Магния там, да, достаточно. Да. Ну вот я заметила, что вот такой тип питания, как у Саладина, у него прекрасное, но понятно, что он немножко заходит в полярности и хейтит все кейлы. Это, не мое мнение, но он выходит и рилс снимает и говорит, нафиг вы жрете этот кейл и шпинат с утра до вечера, это вы только накапливаете оксалаты и пукаете, никакой пользы от них нет. Вот немножко про оксалаты, если бы мы поговорили, что это за зверь? Многие говорят, мы ели оксалаты, но я вижу, что есть проблемы с оксалатами. Ну, оксалаты, знаете, опять-таки у нас в организме есть механизм, который помогает бороться с оксалатами. Это опять-таки наша здоровая микрофлора. Наши лактобифидобактерии, они помогают перерабатывать. И вот когда идет как раз-таки подавление бифидолактобактерий, когда их колонии уменьшаются, у нас начинает же бушевать кандида в кишечнике, да? И вот как раз при кандидозах мы часто наблюдаем оксалаты, например, в моче, да? Прям кристаллизация идет, да? Да, кристаллизация идет. Легко определить, как маленьким детям, например, горшок моете, и там, если долго стоит, например,
моча, на горшке всегда остаются вот эти осадок, Да. который тяжело потом смывается. Вот это и есть оксалаты. И оксалаты, опять-таки, они могут с помощью лимонной кислоты, да, мы можем воздействовать на оксалаты. Это, например, тот же самый цитрат магния. Цитрат магния Да, классный. это та же самая лимонная вода. Вот. И работа с микробиотой, работа с взращиванием бифидолакта, бактерий, которые в кишечнике помогают разрушать оксалаты. Опять-таки много чего упирается в микробиоту. Вот. И проблемы с оксалатами часто у тех, у кого нарушена микробиота в сторону закисления, в сторону... pH опять смещается, да. В сторону роста кандиды. В важности подготовки, да, еще важно отнести своевременное наблюдение и чекап организма. Да, чекап очень важен. Чекап очень важен, потому что сейчас просто такое у нас время, что мы не всегда можем быть в гармонии со своим телом и отследить интуитивно какие-то нарушения, да. Но на самом деле, конечно, по умолчанию лучше всего, когда мы уже чувствуем какие-то нарушения на предэтапе, да, и идем к доктору, да, но из-за того, что не всем это дано прочувствовать, желательно прям идти и объективно смотреть, оценивать свое состояние лабораторными и инструментальными методами, да, и уже доктор, он, беря все эти исследования в руки, расспрашивая ваш анамнез, жалобы, он может целую картину примерно представить, с чем сейчас важно поработать, да, вот условно, даже сейчас, если небольшое количество времени осталось до поста, но лучше уж увидеть эти проблемы и уже начиная в посте даже можно с ними поработать. Иначе это тонкое место у кого-то может порваться, да? Я видела людей, у которых потом они залетали в большие проблемы там с холестазами и так далее, с застоями, запорами. Ну вот это точно по ЖКТ вы увидите сразу, что происходит. Поэтому, да, лучше, если вы, например, не готовы, вы чувствуете, что вы не готовы, лучше взять себе человека, который вам поможет пройти этот пост, который вам даст грамотные, хорошие подсказки. Это наши от доктора. Меню на ифтар и сухур, заканчивая там препаратами, которые могут вас поддержать. Всё, и вы получаете двойной эффект еще. Супер эффект получается, потому что голод это само как лечение идет, и тут мы еще и нутрицептиками поддерживаем. Это вообще у меня много пациентов было, которые пришли перед Рамаданом, например, да, вот раньше. И улучшили. Представьте, вы выходите благословенный и еще исцеленный. Вообще двойные Два эффекты в одном, получаются, да. Супер это. Ну, то есть я хотела этим сказать, что пост, он не является противопоказанием для любых каких-то таких корректирующих действий, да, то есть когда мы с помощью нутрицептиков, с помощью комплексного подхода хотим улучшить здоровье. Да, и оксалаты равно ищите кандиду. Да, часто, ну, это просто мое как бы наблюдение. Да, я это замечаю прям по оргкислотам тоже же это видно. Да, замечаю, по анализам мочи, по симптомам. Дети оксалатами, они какие бывают часто? Они бывают, знаете, у них вот это вот кандидозное опьянение, да, бывает после сладкого. То есть они, и люди тоже такие бывают, сладкое поедят, сразу такие веселые становятся. А потом грустные. Да, потом грустные, да. И у них перепады настроения бывают. Дети как становятся немножко агрессивны, у них агрессия может появляться. Вот. А после сладкого им хорошо становится. И еще у них гиперактивность начинается после сладкого. Это вот часто, это тоже связано с оксалатами. Оксалатами и с кандидой. И с кандидой, да. Это такие кандидозные дети. Понятно. У нас тут не Рамадан, у нас все на свете обсуждают. Мы сейчас и до кислот доберемся, и до генетики. Доктор Азиза, я хочу все успеть с вами обсудить. Ну, давайте мою любимую тему, раз у меня есть приоритет. Предменопауза. Вы помимо того, что доктор-педиатр, вы семейный врач, ведете всю семью, знаете их генетику, их эпигенетику, что они там едят, их психофон, да, такой. Ну вот мне интересна тема, вы очень классно мою клиентку ведете одну, я ей привет хочу передать всей семьей, и она вот предменопаузальная, и вы ей там назначали что-то, я хочу получить тоже консультацию. Предменопауза женщинам, что делать? Основные вещи такие, топ-3. Топ-3, чтобы я сказала, да? Не забывать про качественный сон. Опять-таки это номер 1, да. И здесь как раз-таки и немножко здесь уже, наверное,
необходимость идет в приеме мелатонина, да, то есть какая-то маленькая дозировка с кофакторами, да, это та же самая габа, магний, Тианин. магний глицинат, тот же самый тианин, да. Слушайте, глицин, вы знаете, доктор Синклер как любит глицин? Мгм. Он добавил свою добавку, а Селька мне заказала, интересно, он сделал же свои анти-эйдж добавки, и у него там глицин, Мгм. основной глицин, альфа-кетоглютарат, резвератрол и физитин сделал, Мгм. представляете? Классно, классная тема, Вы да. глицин любите за то, что... За воздействие на нервную систему Мгм. положительное, да, то есть такое седативное действие идет и помогает уйти в глубокую фазу сна. Вот первое, это то, я бы обратила внимание на сон, ну, соответственно, питание тоже сюда входит, режим дня, циркадные ритмы вообще. Если там 25 человек и может там по 3 дня не спать и классно себя чувствовать, да, то после 40, после 50, то это уже как бы чревато. Вот, поэтому циркадные ритмы там должны быть такими более строгими. И вот сон, опять-таки мелатонин ночной, да, он именно с возрастом снижается же у нас. Да, он Да, снижается. можно вот посмотреть мелатонин сульфат в моче, часто бывает с возрастом, что он снижен, да. Сдать этот анализ Да, не надо. Мелатонин, в сульфат. суточной моче. Он есть в разовой порции, да, но я советую сутки собирать и лучше из суточной мочи взять одну порцию и в лабораторию относить. То есть Мгм. условно с 7 утра до 7 утра собираете, Мгм. и потом порцию берете, относите. Ну, часто бывает, что низкий. И вот он же является еще Ой, У меня мама, да, да, онкологический. противоопухолевый эффект. Мгм. Вот. Что важно именно с возрастом, да, то есть У меня мама пьет, мгм. кстати, 80 лет. Да, Мелатонин да, хорошей дозировки. бабушки свои я тоже периодически разные формы, разные дозировки, разные препараты чередую, тоже даю маленькую дозировку там до 1 миллиграмма. Уже если проблемы со сном, если есть это просто я даю как антиэйдж, да, Мгм, мгм. решение. А проблема со сном, то там уже до 2 миллиграмм может дозировка повышаться. Вот. И лучше получать то, что не хватает, и все эффекты от этого вещества, и их огромное количество, чем быть в дефиците, да, и от этого будут страдать другие системы, органы. Второе, что бы я рекомендовала, это, наверное, какие-то адекватные физические нагрузки, чтобы Саркопении не было. да, чтобы поддерживать митохондриальное здоровье. Потому что помимо того, что там у нас питание, дефициты, там антиоксидантный статус, периодический голод, холод, тот же самый, да, еще и какие-то адекватные физические нагрузки, они тоже способствуют здоровью митохондрий. Если у человека, у женщины качественные здоровые митохондрии, это у нее что? Автоматически у нее хорошая мышечная масса, у нее хороший детокс, потому что в печени много митохондрий, у нее хорошая сердечно-сосудистая система, что сердце у нее хорошо работает. И самое главное, еще она может оставаться долго фертильной. Если вы хотите в 50 родить. Да, если кто хочет родить после 50 даже, да, то от здоровья митохондрий у нас зависит здоровье яйцеклеток. То есть созревание вот этих фолликулов, и из них здоровых яйцеклеток созревание зависит тоже от митохондриального здоровья. И вот девушкам да. с низким АМГ митохондриальная поддержка это номер 1, да, поэтому мы даем карнитин, Да. рибозу, улучшаем. Да, коэнзим Q10, ПКК, карнитин, да, альфа-липоевая кислота, там цинк, магний, витамины группы В, это все, что участвует в работе митохондрий. И еще вот АМГ, еще, кстати, насчет АМГ. АМГ это не только показатель, как бы сказать, количества, да, резерва. Это в первую очередь показатель качества. И поэтому АМГ, он нестабилен. Ну, он имеет свойство расти. Не количественный это показатель. Это не только да, количественный да. показатель, это показатель качественный. А нам лучше пусть будет хорошее качество, чем количество, да. Это как у сперматозоидов. Вот мы смотрим же, да, на морфологию, да, Да. спермы. И там их 5 миллионов, но все с обрубленными хвостиками там Да, или не да. двигаются. Но у мужчин немножко полегче ситуация. Почему? Потому что у них обновление же идет быстрее. Им достаточно 3 месяца поработать качественно, и вот тебе хорошие качественные сперматозоиды, да? Вот. А у женщины у год. женщин год, да, потому что созревание, полный цикл яйцеклетки это примерно год.
Вот, и поэтому, и вот, первая вещь это у нас, я сказала, сон, вторая вещь это митохондриальное здоровье, третья вещь это, наверное, духовное развитие, потому что женщины, они очень сильно склонны к стрессу. Я бы сказала, они более склонны Тревожные. к стрессу, тревожности, к различным нарушениям психики, да, а это все влечет за собой и все остальное. То есть там, где стресс, там высокий оксидативный стресс в первую очередь. Там, где эмоциональный стресс, там он переходит в оксидативный стресс. Вообще эта тема. Круто, Да, что вы это сказали. да. Это почти равно. Да. Да, любой стресс. Почему? Поэтому, когда у нас идет эмоциональный стресс у женщины, череда нескольких сильных стрессов, поэтому запускается и онкология, и различные аутоиммунные заболевания. Потому что организм копировать. Да, потому что там высокий оксидативный статус, в организме. Ошибки в копировании ДНК. Ошибки ДНК, метаболические ошибки, это все копится. Это все не за один день, само собой, это месяцы, годы, да, уходят на это. Вот. Но если женщина духовно, как сказать, находится в равновесии, в гармонии, в спокойствии, да, тогда ей намного легче. И тут уже у каждого есть свои разные методы, там у кого молитва, да, молитвы, там медитация, да, элементарно те же самые там путешествия, саморазвитие, да. Но главное, чтобы это не было как гонка, чтобы это приносило удовольствие, да. Вот самая лучшая работа для женщины это любимая. То есть, чтобы она... Допустим, у мужчин есть буферная система, которая дает им напрягаться, потому что у них по-другому работает, да, нервная система. Женщинам нужно больше расслабляться, еще больше, да. Мужчина может отделять работу от личной жизни. Мужчина более гибок в плане перестройки. Он раз пришел с работы, раз резко перестроился, отдыхает, расслабляется, его все тело полностью расслаблено, да. Поэтому у нас такой стереотип о мужчинах на диване, да, часто. А женщина, она, если у нее какая-то крутится какая-то мысль, какая-то идея, какая-то там нерешенный, да, какой-то там у нее отчет, все, это постоянно с ней вместе. Ей тяжело перестроиться, ей тяжело расслабиться. И вот здесь как раз-таки все эти практики духовные, они помогают, чтобы перестроиться. Ну вот наша любимая Гульбаршин, да, Гульбаршин, подпишитесь на нее, Mind Strange, она нейрофизиолог, и она рассказывала недавно серию историй, сделала про то, что во время беременности и лактации, то есть у женщины мозг физически сжимается на там несколько миллиметров, то есть мы становимся фактически глупее, ну потому что так работает биология, да, и она говорит, очень долгое время, нужно 3-5 лет для того, чтобы восстановить снова когнитивные способности, то есть объем мозга, кора истончается. Ну, то есть здесь важно... В этом большая мудрость, я думаю, Всевышнего. То, как он запрограммировал все это огромная мудрость. Опять-таки, для чего она нужна? Для того, чтобы женщина была спокойна, наверное. И выкормила ребенка, не забыла его где-нибудь. Да, чтобы женщина была в основном, как сказать, больше сосредоточена на своем очаге, на спокойствии таком, да, вот, чтобы она была... чтобы вот не зашкаливали вот эти гормоны стресса от того, что она постоянно в голове все прокручивает, там всякие свои глобальные идеи пытается воплотить, да, немножко тупеет. И раз берет ее и притупляет. Да. Это, знаете, классно. Один доктор, эндокринолог, делал нападки против коков. Мы так прыгаем, да, но в целом духовная история в чем? Он говорит, представьте, мужчины считывают женщину по феромонам, он считывает женщину по каким-то другим, ну, то есть характеристикам. Он примерно, мужчина, мужская особь понимает, когда у тебя овуляция, ты более такая кругленькая, красивенькая, ну, то есть у него же должны быть сигналы какие-то. И вот он говорит, представляете, женщина, вот вы пьете коки, и вы полностью, и говорит, и мы как будто находимся в мире, где больше нет фертильных женщин. Говорит, и мы, говорит, не можем считать, потому что коки приглушают вот овуляцию же, да, и мужчины тебя не считывают. И есть даже исследования, что, оказывается, женщины, которые принимают коки, их не видят мужчины. И мужчины по количественным тестам не видят их более привлекательными. Ну да, потому что все-таки это как, я думаю, что это же все равно вмешательство в естественные механизмы. Это как бы, это везде, где идет вмешательство какое-то грубое, это все равно так или иначе считывается.
да, Дает свои... визуально, как-то нейрофизиологически это все считывается элементарно, даже женщины, которые там злоупотребляют косметологией, да, они же тоже считываются, это же все равно видно. Ну, не всегда, конечно, где-то, может, грамотно люди делают. Они Это все считываются. считывается, А вы да. знаете, как нейробиология красоты, наша Гайни, дерматокосметолог, она глубоко копает, и она говорит, все мужчины любят расслабленную женщину, без кортизольного лица, не вот эту. У нее должны быть щечки, румянец. И когда мы же хотим вот это восполнить, сымитировать, да, то есть румянец, щечки, расслабленное лицо, и тогда мужчина понимает, это спокойная женщина, Да, она красивая. да. А все это, знаете, на чем завязано? Опять-таки на нашем гормональном статусе. Да. Поэтому, потому что вот гормон такой приятный, милый, интеллектуальный, такой уравновешенный, адекватной женщины, это у нас гормон прогестерон. И опять-таки это наше здоровье яичников, здоровье надпочечников. То есть если у нас прогестерон в яичниках, в надпочечниках выделяется в основном, да, ну в большей степени в яичниках. Но и когда у нас опять-таки надпочечники здесь выступают амортизаторами. Когда у нас немножко идет недостаток в яичниках, чуть-чуть сильнее вырабатывается в надпочечниках. И наоборот. Вот эти два органа, поэтому у кого они здоровые, если вы замечали, эти женщины мягче переносят вот этот климактерий, как раз про который мы говорим. И вот в климактерический период, вот вообще переход в менопаузу, да, здесь именно важна очень поддержка надпочечников и поддержка яичников, но больше даже, я бы сказала, надпочечников. Да. А здесь опять-таки, здоровье надпочечников, в свою очередь, это здоровье щитовидной железы. Все три вот этих органа, мы вверх, да? Это все, считайте, гипоталамус, гипофиз, надпочечники, щитовидная железа, яичники, вся ось, она формирует целостную систему, где каждый... Вот эта связь обратная должна быть. Да, обратная связь, она должна очень хорошо работать. И вот элементарно, вот даже не говоря про гормоны, это, знаете, самая последняя стадия, здесь очень много работы, вот чтобы просто элементарно эта ось сама по себе хорошо функционировала, сколько всего нужно делать, и с метилированием работать, и с детоксикацией работать, и с чувствительностью рецепторов работать. А чувствительность рецепторов — это что у нас? Это гликация, это антигликативные меры, да? Это у нас опять-таки... Это мембрана-стабилизация, да? Да, мембрана-стабилизация, антиоксиданты, улучшение чувствительности к инсулину. То есть огромное количество всего, на самом деле, со своими пациентками я делаю, прежде чем там какие-то такие тонкие вещи, да, назначить, вот, а перед этим еще большое количество работы. Поэтому у меня есть пациентки, которые там не первый год наблюдаются, но у которых очень крутые, классные результаты. Вот это одна моя Потому что клиентка, комплексный подход играет роль, да, комплексный подход. Есть такие пациенты, они видят эффект на себе, потом всех родственников приводят. И поэтому мы не можем к вам попасть. Сарафанка сильнее, чем таргет, ребята, поверьте мне. Потому что у доктора Азизы приемы на год вперед закрыты. Поэтому для нас это была уникальная возможность с вами поговорить, послушать. Для меня привилегия смотреть на вас, на красавицу такую. Очень приятно, вы когда увидите доктора Азизу и живьем, вы поймете, что это очень красивая, молодая, без кортизольного лица. Не такое лицо, а такое мягкое, расслабленное лицо. Значит, вы знаете очень секрет, как работать с кортизолом. Поэтому расслабляемся, девушки, выдыхаем, заходим в практики с намерением божественным, заходим в пост, проходим достойно его и получаем все блага в виде довольства собой, спокойствие окружающих. Это очень круто. Спасибо, доктор Азиза. Я вам кайфанула от этой беседы. Мы все так скакали с темы на тему, но, надеюсь, основную мысль я смогла передать, да, опять-таки, что организм очень сложная система, и вот таких каких-то крутых универсальных пилюль нет, да, опять все возвращается к системному. То есть мы хотим что-то пережить хорошо, тот же самый голод, значит, нам нужно системно подходить к этому, да, значит, нужно по возможности там за полгода вперед пойти к доктору, которого мы любим, которому мы доверяем в первую очередь, да, идти с ним,
выполнять его рекомендации. Да. Да, и постараться по возможности все выполнять, да, и э, прислушиваться к своему телу, к своему организму. Вот, и тогда я думаю, что вот должна быть не только гармония на уровне физики, да, должна быть и духовная гармония, и тогда будет и физическая тоже. Потому что не зря же говорят, все начинается с мысли, да. Мы должны быть оптимистично настроены. Вот люди мне говорят: ой, у меня вот такое нарушение, я смогу держать пост или нет? Нет, уже не сможешь. Да. Да, нет, а я вообще, знаете, у меня есть пациенты с тяжелыми диагнозами, которым вообще врачи запретили поститься, а они у меня постятся, потому что я говорю: попробуйте, давайте. Ну, если вдруг вам чуть-чуть становится хуже, вы в любой момент можете остановить пост, правильно? Да, Мы же не да. можем, мы же все равно любой человек, он Твое чувствует. намерение, да. Он чувствует, ему хуже становится, все, он может остановить, он может выйти из поста. Но если мы не попробуем, мы не можем сказать, подходит, нам можно поститься или нет. Просто, например, нету таких жестких ограничений, противопоказаний к посту на самом деле. Больше, я думаю, это в голове у человека, да, какой-то даже преграда говорят же, какая-то в голове. это связано, как будто похоже на беременность. Есть женщины, которые с аутоиммунными заболеваниями носят беременность. Это Да, намерение очень многое большое. зависит от нашего позитивного настроя, Да. от нашей и от взаимодействия с нашим доктором. Я за то, чтобы доктора, наоборот, помогали Зайти в пост, зайти, да, зайти Чем по больше, чем возможности. отговорить, да? Да, лучше попробуем. Давайте попробуем. У вас есть там 1, 2, 3 дня, да, например. Попробуйте. Слушайте, А классная потом идея, выйдите. доктор Азиза, потому что это же с одной стороны тест систем, это Да, диагностика. Ты да. увидишь, где у тебя слабые места. Давай посмотрим, что у тебя Да, там. конечно, Да. еще элементарно. Мы же просто недооцениваем пользу и силу Мгм, голода. мгм. На самом деле, мы же очень огромное количество исследований есть. Огромное, Огромное конечно. количество, что большинство, большое количество заболеваний, на самом деле, они уходят в регресс на фоне Потому что голода. синесцентные клетки полностью очищаешь, уходят Да. старые митохондрии, лопаются, уходят, и получается, ты укрепляешь организм, да, и Да, много мы эффектов. чистим межклеточное пространство, мы улучшаем рецепторные системы, да, все рецепторы, они же начинают, Вылазить. да, это же все весь, грубо говоря, да, вот эти вот все накопленные метаболические ошибки потихоньку ликвидируются, и мы получаем обновленный новый организм. Да, в этом огромная мудрость, поэтому всего лишь 1 месяц в году, да, сделать Всем таким. хорошего поста, Да. друзья. Всем пусть будет облегчение, пусть, надеюсь, что все, что мы говорили сегодня, принесет большую пользу, что что-нибудь полезное люди узнают. Будем рады, да, если обратную связь дадут. Да, у нас есть небольшой подарок для вас. Вы можете написать, как вы, какой самый классный пост или какие самые классные вещи после поста у вас случались, и мы подарим вам чекап в Метабаде. Пожалуйста, погнали, можете оставлять свои комментарии. Или Круто. какая мысль больше всего вас зацепила из подкаста доктора Азизы, из-за какой вас заинсайтило, вы поняли, вау, вот о чем я раньше не думала. Пишите свои комментарии, и мы подарим вам чекап в Медопаде. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже спасибо большое, что пригласили. Спасибо, что подписались на наш канал и досмотрели этот подкаст. Впереди нас ждут интересные спикеры, интересные темы. А я пока хочу предупредить вас, что для вас действует скидка на всю продукцию в нашей группе Lulu Group. Это и beauty, и health. Я бы начала с чекапа или бесплатной консультации по уходу, но это на ваш выбор. Поэтому пишите слово YouTube и забирайте свой купон на скидку по любым услугам и товарам, которые есть в Lulu Group.